Хочу похвастаться переделкой вот такого модулька с AliExpress под почти полноценный MPPT контроллер. Что было изначально? Изначально у нас тут есть контроль по напряжению, контроль по току, ограничение по току, что дает возможность заряжать вот такую 6S сборку. В общем, купил такой модулек, и все с ним хорошо бы было, если бы не его особенность уходить в защиту. То есть заряжая его от солнечной панели, естественно, солнце исчезает, напряжение проседает, и он, вот эта вот микруха радостно уходит в защиту и оттуда уже не выходит. Есть у меня такая схема, где-то я ее нарыл в интернетах, не знаю, кому нефиг было делать, и он всю эту плату трассировал, не знаю, как он это получил. Вот. Ну, довольно грамотная схема, все грамотно. Значит, вот это вот наше ограничение по напряжению, ЦВ, вот это ограничение по току, ЦЦ. Вот, вот тут наш полевик, и вот тут вот стандартные два биполярных транзистора, которые подключены к затвору полевика, чтобы нормально его открывать и закрывать. Грамотно, очень грамотно сделано. Платка, смотрел КПД, платка дает в районе 70-80% КПД, что, в общем-то, довольно неплохо. Как работает ЦЦ? Вот. Как работает защита по току. И самое прикольное, как она не конфликтует с ЦВ. Есть такой выход у микрухи, вернее вход FB. И когда там напряжение повышается согласно даташиту больше полувольта, микруха начинает задавливать генерацию. Да? ЦВ все понятно. Тут резистивный делитель. Вот одно плечо, второе плечо. Все понятно. Интереснее, как они прикрутили к этому ЦЦ. Вот. ЦЦ вот у нас шунт. И вот у нас тут какое-то небольшое падение напряжения. Тут у нас компаратор. Вот это подстроечный резистор CC, да, то же самое, резистивный делитель. И вот этот вот светодиод тоже важен, тоже прикольно сделано. Почему? Потому что напряжение сюда не идет. То есть он как бы хоть света, но все равно диодом остается. И напряжение идет только сюда. Вот. И когда у нас начинает превышаться наш ток, то есть диод открывается, напряжение попадает на этот вход, и вход начинает задавливать генерацию. Опять-таки, когда ЦВ наше превышается, тоже то же самое, вход начинает задавливаться, но это никак не мешает, неважно, тут он на плюсе, на минусе компаратор, он никак не мешает этому компаратору. Вот эта штука неинтересная, это просто индикация, она никак ни на что не влияет. Вот, что я сделал. Идея в том, что мы контролируем, какое у нас входное напряжение. И если у нас входное напряжение вот это VIN, вот, мы его подключаем, вот наш VIN, да, вот это на схеме. Мы его подключаем, тоже у нас тут подстроечный резистивный делитель. Вот, и сравниваем мы его с чем? Сравниваем, тут вот у нас на плате есть для этой микрухи, есть стаб, и они уже нам дают 5 вольт. Вот, я эти 5 вольт поделил, тут у нас получается 20 килоом, 20 килоом. Тут у нас получается 2,5 вольта, и соответственно тут у нас 2,5. И тут мы подстраиваем так, чтобы отсечка у нас
Там я сначала сделал, например, что вот, окей, там, допустим, меньше 10 вольт, мы все выключаем генерацию. Вот. И мы можем вот подстроечным резистором выставить, чтобы когда 10 вольт, тут тоже было 2,5 вольта, да? Вот. И она начинает работать то же самое. Если у нас меньше 2,5 вольт, наш тут резистивный делитель, там, на что он там настроен, и здесь у нас появляется плюс. И этот плюс идет вот сюда, и это вот тоже вот этот выход FB. Соединяется он, вот у нас наш выход FB, вот он на схеме, и я его прикрутил к CV. Вот у нас наш CV, ножка CV. Так, вот такая у нас солнечная панель. Вот моя рука для понимания размера. Солнце еще не повернулось. Так, это дело вот у нас идет через прямой кабель. Вот. Тут у нас наш модуль с Алиэкспресса DC-DC. А вот это моя подделка, которая препятствует тому, чтобы модуль уходил в защиту. Пока тока нет. Подождем, сейчас не будем ничего отключать. Подождем, пока солнце повернется. Вот тут у нас такие помидорчики. Помидорчики такие выросли. Огурцы, но огурцов нету. И вот такие у нас цветочки. Солнце вышло, немножко пошли. 1 Вт. Сейчас попробую еще раз убрать. Поменьше сделать ток, может быть, удастся вытащить побольше. Для сравнения, что мы имеем напрямую, вот, батарея уже не заряжается, потому что напряжение солнечной панели меньше, чем напряжение батареи. И все, в принципе, хорошо работало, кроме момента, все хорошо зажимает, он уже не уходит в защиту, кроме момента старта. И в момент старта эта зараза все равно уходила в защиту. Потому что компаратор еще не работал, не успевал, и вот микруха успевал раньше, там, когда 1, 2, 3 вольта только там набегает, и эта микруха успевает уйти в защиту перед тем, как компаратор начинает нормально работать. Значит, что пришлось сделать? Я покопался, вот такой даташит на микруху. Сейчас мы его сюда. И, значит, тут у них есть некий контролирующий вход. И они его просто резистором притянули на землю. Вот. В оригинальном даташите эта ножка, она притягивается тоже на землю, но она притягивается через биполярный транзистор. То есть, типа, вот у нас тут выключатель, и он дает некий плюс на базу, транзистор открывается, и он вот эту ножку притягивает на землю. Если транзистор закрыт, ножка там висит в воздухе. Ну, не висит в воздухе, наверное, у них своя внутренняя подтяжка есть. Я не знаю. Значит, что я тут надумал? Идея в том, чтобы, ну, естественно, да, вот этот вот, если даже он ушел в защиту, девайс, вот эту ножку стоит, если ее отпустить от земли, потом снова включить на землю, то нормально все включается. Вот, но у меня до этого не доходит. Вот у нас вот этот BR КТЛ здесь. И сейчас мы так вот как-нибудь поставим. Наверное, вот так. Да. Вот этот вот R2, его надо выпаять.
Вот он, я его выпаял. Вот эта вот дорожка, я ее содрал случайно. Вот, поэтому пришлось припаяться вот к 4-й ножке. Вот она, эта 4-я ножка. И вот же она. Да. Вот же она. Дальше мы будем рассматривать это дело. Значит, какая идея? Идея такая, что когда нам напряжение доходит примерно там до плюс 5 вольт, там может даже больше, и транзистор открывается, и микруха начинает работать. Вот. Биполярник я не умею рассчитывать, поэтому делал я опытным путем. Я выяснил, что там, если делать по вот их схеме, которая в даташите, так, то практически не важно, что ты тут ставишь, он всегда будет примерно тут 0,7 вольта. Вот. Ну, практически сразу 0,7 вольта, и потом держится, неважно какое входное напряжение. Вот. Он держит на своих 0,7 вольтах, и как бы все. И ничего мы не успеваем. Микруха также становится в защиту. Поэтому, я не знаю, так правильно или нет. Ну, короче, я подобрал, подтянул его на землю. Тут подобрал резистор такой максимально возможный, потому что у нас биполярник, не хочется на него тратить ток лишний. Вот. Поэтому выбрал максимально возможный какой-то резистор, через который ток еще течет. Вот. И одновременно притянул его на землю. Это чисто подобранные значения. То есть, как бы тупо я сначала переменным резистором это попробовал, и потом впаял похожие номиналы. 1 килоом, ну, это как по даташиту. Вот. И получается вот с такой схемой, получается так, что микруха не успевает стать в защиту. Значит, что я еще выяснил? Я выяснил, что если мы тут ставим 10 вольт и начинаем снижать ток, да, на лабораторнике, например, то он залипает на этих 10 вольтах, пока тока не будет достаточно. Вот. И выяснил, ну, логичная идея, что не обязательно залипать на 10 вольтах. Можно напряжение чуть-чуть поднять ближе к точке максимума мощности, да, когда у нас V на I, которая способна отдавать наша солнечная батарея, она будет равно максимуму. Чисто опытным путем я где-то выставил в районе 16 вольт, и получилось очень-очень неплохо, я супер доволен. Поднял нижнюю отсечку по входному напряжению до 16 вольт, и офигеть, конечно, тущий абсолютно, и 200-300 ватт иногда удается выдавить. Прикольно. Так вот сейчас выглядит солнце. И то, что мы тут имеем. Да, 6 ватт, 6,5. И вот это у нас уже практически MPPT. В том смысле, что MPPT эту точку немножко... Там микроконтроллер, я так понимаю, и он немножко эту точку может двигать вверх-вниз. То есть, чтобы искать, где действительно сейчас у нас максимум. Но, в принципе, с таким подходом тоже работает неплохо. Good enough. И меня супер это устраивает.